Привет-привет! Добрый день, друзья! Добро пожаловать в волшебный мир музыки! И сегодня в программке Естин Дэвис. Естин родился 16 сентября 1979 года в Йорке, что в Англии, что в Великобритании. Папа Естина известный виолончелист, так что ничего удивительного, что Естин рано начал заниматься музыкой – фортепиано, блокфлейта, гобой. В 8 лет, вдохновленный пением Аледа Джонса, Естин спел песню из его репертуара на прослушивании в Хорсом Джон колледже, что в Кембридже. Там и началась его певческая карьера. После ломки голоса Естин пел в школьном хоре при Уэллском соборе уже как бас, но однажды заскучал на занятиях и решил присоединиться к девочкам из группы альтов. Рядом нашелся человек, который сказал, что звучит неплохо, надо бы заняться этим всерьез. Естин прислушался, стал открывать новый для себя репертуар благодаря дискам Андреаса Шолля, а также начал заниматься пением уже с педагогом. Но это не сразу. Нельзя не упомянуть, что в 16 лет у Естина была своя группа в стиле брит-поп – Кейдж. И у ребят даже были неплохие перспективы. Но тут вмешалась мудрая мама и сказала, что сначала нужно получить образование. Так что Естин вернулся в Кембридж не только петь контртенором, но и получать диплом археолога. Да, логичнее было бы выбрать музыку, и поначалу Естин так и сделал, но оказалось, что там много теорий, и упор делается вовсе не на пение. Так что Естин перевелся на археологию, которой тоже всегда интересовался, а ежедневная работа в хоре никуда не делась. Дальше была Королевская академия музыки в Лондоне. Кстати, удивительно, но Естина туда приняли не сразу. Зато потом, когда его карьера набрала обороты, ему с удовольствием предложили fellowship, что бы это ни было, что-то почетное. В 2004 году Естин взял второй приз на Генделевском конкурсе вокалистов в Лондоне, обеспечив себя агентом и хорошим стартом. Его оперным дебютом стал атон в коронации эпопеи Монтеверди в 2005 году в Цюрихе, где он довольно внезапно и без всяких репетиций заменил Франко Фаджоли. В 2008 году Естин исполнил атона уже на Гуайнбергском фестивале. E ancora un lato ho promesso a Tuttavia
довольно быстро сумел сделать себе имя и оказался всячески востребован. Среди прочего, в 2008 году он исполнил партию Арминда в Партенопе Генделя на сцене английской национальной оперы. В 2009 году он Оберон в США. В 2010-м Крионт в опере Стефани «Необа королева Фив» в оперном театре Ковент-Гарден. В 2011 году снова Оберон уже в английской национальной опере. А также в 2011 году Естин дебютирует в Метрополитен-опера в роли Унульфа в Роделинде Генделя. Для Естина это был дебют, а вот постановка была из возобновленных, так что на репетиции было всего 16 дней. И на этом сотрудничество Естина с этим прославленным театром только начинается. Многие мечтают выступить там хоть раз, а Естин пропускает бокальчик другой на сцене Метрополитен-опера практически каждый сезон. На его счету там далеко не только барокко. Естин принимает участие во многих операх современных композиторов. Например, в опере «Ангел-истребитель», которую написал Томас Адес, Естин играет парня, который никак не может размешивать кофе чайной ложечкой. Кстати, Естин кофеман и вне сцены, а я вот люблю чай, а эта чайная ложечка только кукольная. Возвращаясь в Метрополитен, незадолго до закрытия всего и вся, Естин успел сыграть там роль Оттона в Агриппине Генделя. Впрочем, Агриппину ставят довольно часто и не только в Метрополитен.
А после открытия всего и вся ожидаем увидеть Естина в той самой Роделинде, в которой состоялся его дебют в Метрополитен, но уже в роли Берторида. Берторид – это вообще одна из его коронных ролей. Мы ждем его не только в Метрополитен, но и, например, у нас в концертном исполнении в Москве. Тут уникальная ситуация. Меломаны в Европе часто жалуются, что Естин гость довольно редкий. А вот у нас в Москве он бывал, тоже не супер часто, конечно, но и не раз. Мне даже удалось побывать на его сольном концерте и услышать, среди прочего, несколько арий Берторида. И на этом с Берторидом не все. Недавно Естин принял участие в записи диска Роделинды в этой же роли. А роли вообще бывают самые разные. Из милого доброго парня Естин превращается в злодея Полинеса. Режиссерская задумка плюс актерский талант. И вот на финальных поклонах Естин получает аплодисменты, а Полинес – гневный свист. Бу! Несмотря на большое количество постановок, концертов у Естина не меньше. Тут стоит особо отметить его сотрудничество с таким прославленным залом, как Вигмар Холл, где дебют Естина состоялся в 2005 году, а в 2019 он стал самым молодым на тот момент артистом, награжденным медалью этого концертного зала. Среди концертного репертуара Естина особое место занимает английская лютневая музыка, но кому как не ему. Он сотрудничает с такими известными лютнистами, как Элизабет Кенни и Томас Данфорд. В репертуаре Естина не только оперы, но и театральные пьесы. Он сыграл Фаринелли в спектакле «Фаринелли и король», премьера которого состоялась в 2015 году в Лондоне, а в 2017 прошли показы на Бродвее. Пьеса строится вокруг исторического факта о службе Фаринелли в качестве личного певца при страдающем от депрессии короле Испании. Волноваться за сложные актерские задачи, впрочем, не стоит. Естин играл только пение. В остальном за Фаринелли был актер Сэм Крейн, с которым Естин был одинаково одет и менялся местами. В спектакле хотели этим показать, что Фаринелли воспринимал свою певческую ипостась отдельным от себя человеком.
светскими особами Естину доводилось встречаться не только будучи Фаринелли. В 2017 году он получил орден Британской империи из рук принца Чарльза. Про королеву же Естин вспоминает, что она маленькая и невероятно милая, и общаться с ней приятно, как с собственной бабушкой. Крутость Естина на этом не заканчивается. Запись оперы «Буря» с его участием получила Грэмми. Также его записи неоднократно удостаивались крутейшей премии «Граммофон». Например, за запись кантат Баха. Естин вообще много и классно поет Баха. It's horrible listening to yourself. Вот и пора уже заканчивать программку. У меня такое чувство, что много осталось нерассказанного. Вот как не рассказать про особое везение Естина на опечатке в имени? Это просто карма какая-то. Его постоянно превращают в Лестина, а если этого вдруг не происходит, то достается и фамилия. Конечно же, автосубтитры Ютьюба тоже не могли остаться в стороне и постоянно меня веселили. Но нет, Естин не Тим. Тим будет в следующей программке. Создание этого выпуска было для меня очень познавательным. Я не только прокачала свой британский, пытаясь угнаться за Естином, который невероятно быстро отвечает на вопросы в интервью без всяких там надо подумать, но и узнала для себя много нового. Например, что такое брит-поп, крим-эгг, фиолетовый джин, Алан Беннет и многое другое. В общем, спасибо Естину за расширение моего кругозора. Также спасибо Естину за активное присутствие в социальных сетях и невероятное чувство юмора. Я постоянно хихикала и забывала, что ищу, и поэтому так долго делала эту программку. Спасибо за внимание. С вами была Кари, режиссер монтажа сегодня и всегда Ольчик. До новых встреч. Пока-пока.